То есть ты совершил ошибку, которую Да. совершают многие. Да, То это есть, было это тоже до важно. этого. Я помню моменты, когда Тон был такой полускамный проект. Их Павел Дуров несколько его еще... было. Предъява была немножко, так сказать, к ним в Ну, другую. сейчас это прошло. По сути, домохозяек завели. У жены был аккаунт, это не Мультяка. мультякинг был, да. Риски есть вот такие, дать обучение, да, как можно потерять все свои По деньги, копейкам, например. так сказать, у нас нищий блокчейн, как это можно сказать. Ну, не соглашусь тоже, блин, насколько мы тогда собрали, по-моему, $1050. До поры до времени. Тратим, мне кажется, куда больше денег на разные другие вещи, куда более То вредные. есть они уже заходят и следят. Крипта — это интересно, это весело, прикольно, но... Ну, а как зарабатывают люди в крипте? Ну, давай будем подводить итоги и разыграем что-нибудь для сообщества. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей, и сегодня мы продолжаем подкасты. Сегодня у меня в гостях Алекс GameFi, инфлюенсер, основатель проекта Time и 3 миниапов в Telegram. Привет, Алекс. Сергей, привет. Ребят, привет. Итак, давай начнем знакомить тебя с аудиторией. Знаю, ты раньше не ходил на подкасты и не рассказывал о себе именно. То есть больше рассказывал про Тоны. Time, у тебя были свои подкасты. Хотелось бы узнать, откуда ты пришел, как ты вошел вообще в крипту. Слушай, ну с криптой познакомился порядка, 4 лет назад, наверное, да, 22 год это был. Ну, познакомился чуть ранее, но в 22 году со Степена, самого замечательного проекта, который был у многих людей на слуху в то время, залетел в этот движ. Стало это интересно, стал снимать первые видосы, и как-то оно пошло-поехало, увидел то, что YouTube притягивает крутых людей, тоже у которых есть такие же интересы, как у тебя, и стало формироваться определенная комьюнити. А я больше видел у тебя не про Степан, а про Волкин. Да, со Степан я, собственно, зашел в этот проект замечательный на самых-самых суперских значениях. Вот, поэтому много контента у меня не получилось сделать, но дальше вышел Волкин, это... тоже проект, не финансовая рекомендация, да, просто вот как оно было. Стал снимать про Волкин, про механики, и для меня было удивлением то, что люди с разных уголков планеты находятся, у них такие же интересы, и так и стало формироваться наша комьюнити. Угу. Но тебе удалось именно заработать на этом? Тут и да, и нет. Если ты считаешь, что твой депозит разросся и ты видел эту цифру, тогда да. Но если ты не зафиксировал, тогда можно сказать, что нет. Вот. На самом деле я влюбился в проект, потому что когда ты 2 года снимаешь про него контент, ты головой понимаешь, что вот сейчас вот тот самый момент, когда вроде бы пора. Но у тебя есть комьюнити, у тебя есть люди, с которыми ты вместе двигался все это время, и тебе хочется дальше продолжать. Поэтому, наверное, да, Волкин я вышел в плюс все-таки. Но тогда я открыл для себя замечательную историю с кредитами и лайфчейнджем, желание еще больше. И, то есть ты совершил ошибку, которую совершают многие. Да, это было... это тоже важно, потому что многие люди совершают такую ошибку. Им даже стыдно признаться порой в этом. Ни в коем случае. Крипта — это интересно, это весело, прикольно, но... во всех подкастах всегда все говорят, что никогда не играйте, не занимайтесь криптой на заемные средства. Собственно, я на себе этот момент и прочувствовал, однако для меня эта сумма не была критичной, и можно было вырулить и, собственно, двигаться дальше. И после Волкина ты как-то инвестировал еще в классические криптовалюты, как биткоин, эфир? Вот такой, ты обращал вообще на них внимание? Или у тебя был как один проект, ты его отрабатываешь и тебе нравится? Слушай, я к крипте подходил больше с точки зрения продукта, да, то есть как это все устроено. То есть, если рассматривать, как я сейчас вижу на данный момент крипта, это довольно хаотичный рынок, да, который двигается под влиянием толпы, экономических факторов и так далее. То есть много разных факторов. Но когда ты входишь в какой-то конкретный проект, то там уже есть более такие фундаментальные механики, да, по количеству токенов, по тому, как они применяются, по количеству NFT, как это все между собой взаимодействует. Это такая уже более бизнесовая составляющая, что ли, происходит. И в этом разбираться интересней, и это, что ли, как будто бы это можно лучше прогнозировать. Поэтому я брал Степен, там, в принципе, вышел, наверное, в ноль. Получилось так, что, да, зашел где-то на начальной стадии схлопывания. То есть
чуть-чуть захватил хай и уже пошло вниз. Вот. А дальше Волкин за счет механик, те, которые предоставлялись в игре, получилось сначала увеличить свой деп. Многие из комьюнити в десятки раз его увеличивали. Причем на любой сайз, да, там, ну, не совсем любой, но до 50 тысяч долларов можно было зайти и его там иксануть хорошо. Там был целый свой рынок, вот, но так как... А сейчас вот еще, я знаю, вышел Step and Go, новая версия. Ты ее как, играешь, нет? То есть сейчас как такая полузакрытая бета, куда по инвайтам доступ. Нет, слушай, сейчас с приходом ноткоина, с приходом хайпа всего то, что происходит в тон, вот с начала этого года я полностью перешел в full тон, решил, как Вуди говорит, лучше быть в чем-то одном лучшим. Вот, мне, собственно, подобное видение, да, что хочется разобраться во всем максимально досконально. Как работает блокчейн, как работает ToneViewer, как работают там все транзакции, DEX, ликвидность, в общем, сфера NFT. И вот я с января, получается, этого года полностью сейчас в тоне нахожусь, в тон-экосистеме. То есть ты зашел через Notcoin в тон, то есть так вот получилось. То есть до этого ты с тоном не соприкасался никак? До этого я помню моменты, когда тон был такой полускамный проект, то есть Павел Дуров его еще... Ну, Павел Дуров его вообще никак не упоминал, был какой-то непонятный тон, казалось, что это люди, которые там, выезжают на хайпе вот этого всего ICO с граммом, вот, по-моему, как раз-таки, да, он стоил еще 50 центов или что-то около $1. И далее, да, уже появился Notcoin, появилось, что оказывается в Телеграме есть мини-эпы, оказывается, что там есть та же сфера NFT, и все вот это вот пошло-поехало. И на Notcoin как у тебя получилось заработать? Notcoin, да, насыпал, рефов я туда не приглашал, по-моему, что-то человек 10 у меня было, не больше. Ну, то есть под конец как-то скинул. То есть ты один аккаунт только Да, у меня был один аккаунт. Нет, ладно, у меня было два... У жены был аккаунт, это не мультиакинг был, да. Вот, ну что ли, там $200 мне насыпало, где-то вот в этом количестве, что-то такое. Но за счет ваучера, за счет того, что я брал ваучеры, по-моему, по 6 тонн, продавал их там по 13, получилось иксануть, получается, икс там 2 раза. Потому что, ну, продавал на XRR, не на GitGames. А откуда ты узнал о ноткоине? То есть вообще за какими источниками информации следил, что зашел в него? Мы когда вели канал про Волкин, ну, я вел, у нас там целое такое сообщество было небольшое, вот, и тоже один человек запустил ноткоин, его там все захейтили, типа, что-то какие-то кликалки-тапалки непонятные, мы тут вообще NFT-шки продаем за 500 там, тысяч $1000, а тут какая-то кликалка, вот, ну и, собственно, он дальше сделал свой канал другой, и... Там смотришь, уже там и аудитория подтягивается, а где аудитория, там и, соответственно, деньги, да, внимание, смотришь, что как это все работает, опять же, с продуктовой точки зрения подходишь. Ну и стало понятно, что Notcoin — это крутой инструмент, который был феноменом, который продавал трафик, который раздал людям очень хорошо, и все это вот завлекло в эти сети замечательного. То есть был такой, я помню, весенний позитив, когда Notcoin как раз только начинал раздавать, все уже подходило к листингам это, и запускались еще, потом пошли другие проекты, типа как Bloom стартанул и всякое такое. Ты залетал в какие-то в какие проекты ты залетел, кроме Notcoin, сразу после него? Слушай, ну до Блума, по-моему, было там еще ну, там десяток, еще было, там да, и десяток. клоны, жопы червяка всякие и так далее. По-моему, в тапалке, ну, самые основные, какие сейчас там вот, у меня висит целый там список висел, Mimify, TapSwap всякие. Ну, еще вот. Hot Wallet вот запускался. Hot Wallet мне, кстати, да, я тоже зашел один из первых, но потом мне почему-то снеслось все вообще в нулину, и я больше не стал уже ничего качать. То есть у меня было какое-то количество там поинтов, в один момент я захожу, у меня ничего нет. То есть я сказал, я подумал, что типа, ну ладно, ребят, спасибо. Может, ты в бета-версию заходил? Ну, не знаю, да, было что-то вот в самом начале, но не понравился мне. Просто мы тоже о нем узнали, залетели, всех позвал, а эта бета-версия оказалась, а потом все с нуля. Возможно, вот возможно так и было. А сейчас до сих пор как бы один из проектов, ждем, когда он что-то раздаст. А вообще вот как тебе вот такое раздача комьюнити, через такие бесплатные дропы, это хорошо или плохо? Ну, слушай, Notcoin сделал хорошую и плохую вещь одновременно, как мне кажется. Хорошее то, что он привел огромное количество людей в
Тон, Telegram в мир крипты. Вот. Плохая вещь в том, что сейчас люди ожидают, что будет все время теперь так же. Так же не будет, потому что Notcoin продавал огромное количество трафика по бешеным ценам, и да, как бы он мог себе это все забрать, но раздал людям, поэтому сейчас это как бы Сашу носит на руках, и Ну, у все ему него до поры до благодарны. времени. Как бы. Ну, во всяком случае, как бы вайп вокруг ноткоина остается хороший. Но рекламодатели недовольны, потому что качество трафика с ноткоином не самое лучшее. Ну, во всяком случае, не сопоставимо тем цифрам, да, которые они отдавали. К чему дальше сейчас это все приходит? Ну, если смотреть ретро-дропы, да, вот историю с криптой, то люди же получали, ну, то есть это нормальная практика, когда ты берешь там свои там $100, $1000, прокручиваешь их, теряешь на комиссиях вот эти сотни или $1000, и в лучшем случае, вау, как хорошо, если ты хотя бы свое забрал, а если еще иксанул, то вообще супер. Причем ты не просто, ну, как бы закинул это и ждешь там, да, что-то, как вот сейчас... не знаю, там за звезды покупаешь что-то, да, а ты реально пользуешься продуктом, ты реально делаешь свапы, ты реально разбираешься, трейдишь NFT-шками, и за это, то есть тебе выдают уже хороший дроп. Такая механика, она рабочая, мне кажется, в Telegram она должна прийти в ближайшем времени, ну, в каком-то обозримом будущем. Ну, за Point там сейчас, по-моему, проект Электро запускается, там тоже DEX будет тоже именно за объемы, поинты, как в Hyperliquid. Слышал же, наверное, Hyperliquid, который хорошо раздал. Да. Вот, то есть такие подобные проекты будут, DEX, но еще сейчас очень сосредоточен тон на мемах, и вот тут как бы такое. То есть мне кажется, слишком много мемов на тоне, это как бы ошибка, как будто нет ликвидности. Ну, на Solana тоже огромное количество мемов, и там они запускаются каждую секунду. Но вот касаемо дропов, да, это Bloom тот же самый, они сейчас вот первые, которые нашли вот эта коса на камень, когда они вроде собирали вокруг себя 30 миллионов человек, а потом говорят, давайте там совсем другие действия делайте, и как-то получилось так, что, оказывается, аудитория не мэчится, что там собирать снежинки – это одна история, да, и ну, люди тратят свое время, тратят свою энергию на это, а потом говорят мемами торговать. Ну, как бы Ну, здесь скорее, оно не знаешь, окей. предъява была немножко, так сказать, к ним в другом. То есть там нет такого, что их захейтили, что у них там плохой продукт или там они биржу не сделают. Больше из-за того, что если бы они выкатили биржу и сказали, мы крутим на нормальных высоколиквидных там парах объемы, все бы с радостью как бы продолжили это крутить. А они именно запустили на мемпаде и как будто говорят, что прошлое не так важно, вот эти блумпоинты, а человек там, например, год сидел, верно, там все задания выполнял, набрал там кучу этих поинтов. И тут ему говорят, это все не важно. Иди торгуй объемы на мемы, чтобы получить мемпоинт. Вот. И из-за этого как бы происходит, что человек, даже если бы он хотел пользоваться продуктом Bloom, который обещали, а ему дают не то, что обещали. Ему дают взамен другое вообще совершенно. И говорят ему крутить. И при этом то, что мемпад еще... То есть там еще жадность зашкаливает немного у Блума, потому что там, например, то, что до 27 декабря не считается, даже если вот там какие-то комиссионные и прочее, вообще все не считается, только с 27 декабря. Еще из интересного, там же как вот... комиссию даже они еще свою накидывают. Там берет комиссию, это The Open, там же они бэкэнд взяли чужой, это же не их бэкэнд. Ну, это топа бэкэнд, да. И он берет комиссию, там StoneFi берет комиссию, и Bloom берет комиссию. И еще по рефералкам нужно отдать комиссию. Соответственно, вот эта вся цепочка комиссий, она как бы ложится на пользователя, который торгует. При этом она как бы всегда фиксированная, там вот этот объем комиссии, но еще есть такая, так сказать, небольшая подлянка, что вот эти комиссионные, там для тех, кто рефоводит, они тебе начисляются только с продаж токенов, которые уже залистились на DEX. А все, что даже не дошло до DEX или просто покупки, вообще не считается. Ну, слушай, это уже вопрос продукта, да? Ну да, как то есть, мы не туда ну, то есть уходим. если это как бы копнешь, ты видишь какую-то ультражадность, что ли, со стороны проекта. То есть он там собирал сотни тысяч долларов за рекламу, все это, потом говорит всем старым пользователям и верным, что вы как бы здесь, ну, не важны, давайте крутить Ну, поинты. смотри, я тут ни в коем случае не хочу быть там адвокатом Блума, это дело и неблагодарное, и неправильное. Ну да.
Ну, просто я, например, их Тут поддерживал уже сначала, и я как бы думал, что они запустят биржу, как бы все будет, ну, нормально. Они, может, ее и запустят чуть позже, да, они просто сейчас такой один неверный шаг сделали, и сейчас им придется как-то У них сейчас корректироваться. Цуцванг, где любой шаг, он будет неверный абсолютно, и поэтому люди, которые строят сейчас продукты мини-эпа, они просто перекрестились и говорят, что спасибо, что не с нами это все. Мы поняли, что лучше, к чему вот мы приходим, да, что ретро-дропы лучше всего награждать пользователей за их реальные действия, за то, что какой вот вы строите продукт, за это и награждаете. Если бы они сделали, например, окей, мы строим мемпад, ну, дайте им, не знаю, какие-нибудь поинты, за которые они там будут торговать, то есть пускай даже не тоннами, чтобы могли потренироваться, попробовать и так далее, и за это делать. Или потом сразу же, как бы, окей, мы выкатили мемпад, риски есть вот такие, дайте обучение, да, как можно потерять все свои деньги, например, 10 способов. Вот, и тогда за эти действия уже идут награды. Вот Bloom сейчас это первый такой прецедент, когда там целевое действие одно, а продукт применяется по-другому. Поэтому я и говорю, что мы постепенно сейчас будем переходить, и стоит, наверное, уделять внимание тем активностям, не говорю про Bloom, да, а вот про там DEX какой-нибудь, да, окей, высылает поинты, так супер, можно торговать, можно Ну, на дексах обменивать, это забирать. нормально, это обычная практика, когда ты крутишь объемы, тебе дают поинты, они Протоколы займа, потом... например. На Тоне Да. сейчас будет развиваться очень активно этот сегмент, да, и да хрен его знает, как с этими вообще протоколами займа работать. Какая-нибудь там DeFi лама, заложи NFT-шку, получи тоны, потом что-то куда-то награждайте пользователей, давайте им поинты, люди будут начинать разбираться, смотреть, а как работать с этими инструментами. Да, не будет там сотен миллионов, там триллионов пользователей, но они будут максимально качественные и выполнять те действия, как бы, на которые вы Ну, их рассчитываете. еще и раньше не было, то есть если даже в крипте смотреть, там какие-нибудь проекты, у которых 10 тысяч, ну, реальных пользователей, они уже листятся на Binance, ну, это раньше, да, а сейчас там таплки нагнали миллионы каких-то полуботов, вот, давайте листиться, из-за этого даже обычные проекты пострадали, потому что вот в сезон этого бума приложения, они миллионы набирают, чтобы залиститься, и потом биржа смотрит такая и говорит, вот этот проект нам, таплок какая-то, дает нам миллион пользователей. А вот ваш нормальный проект какой-то обычный криптовый, у него там 10 тысяч пользователей, но они реальные. Но сейчас это И прошло. но сейчас это уже они, да, они уже просекли фишку, что там объемы минимальные, те, кто вот заходит по этим рефералкам, они особо не торгуют, ничего не происходит. То есть, по сути, домохозяек завели, как бы они, им даже крипта, как до лампочки, они вот просто поиграли, как типа, игрушечка, вот, им что-то приятно насыпали. И это хорошо еще, если это просто они поиграли, они задонатили там кучу денег и их потом кинули там, например. Ну, Вот. это как бы на следующий булран, как и говорили, то, что, возможно, часть людей разберется, там, заинтересуется и так далее. То есть сейчас, понятно, это совсем-совсем дорога на будущее. А ты же тоже делаешь свой проект. Вот расскажи о нем. Это основной у тебя Time, наверное, экосистема Time. Вот про нее поподробнее. Ну, слушай, Time, он как создавался? Это был май, по-моему. Тогда ты, я думаю, сам помнишь, что происходило на Тоне, пресейлы, вот этот весь хайп, мини-эпсы и так далее. Вот, я подумал, ну, а чего бы нет, я просто беру, гуглю в Ютубе, как создать свой токен, там за 3 минуты. Ну, типа, уже тогда понимая, что да, кто-то будет покупать, кто-то будет продавать, у меня была такая идея фикс, что я как бы, окей, я выпущу токен, свои монеты, которые там 80%, я оставлю у себя и буду их просто раз в неделю сжигать. Типа 1 токен 1 секунда. Вау, весело, прикольно, ну что, типа, блин, ты вот мог их продать, а потом взял, сжег и, ну, как бы, время скоротечно, оно уходит. А комьюнити сразу написал пост, что типа, чуваки, играйте как хотите вообще, как бы, ну, тут мои полномочия, все, как говорится. Сделал токен, уснул, это было часа 4 ночи, потом просыпаюсь, капа там уже где-то улетела наверх, куча людей пишет личку, там, ну, как вот во многих подкастах происходит, да, вот все одинаковые истории, то есть что вот там у Эдуарда похожая история была, и что, пришлось сделать чат, как-то это все дело организовывать, но потом пришла такая точка, что как бы окей, чтобы токен дальше жил, не прикольно, когда там 80% supply у основателя, да, ну как бы кто будет в это здравыми заходить, когда тебя одним движением могут сбрить, поэтому я такую историю разыграл, что как бы вот, ну там был прям такой сторителлинг был, чтобы весело, прикольно и так далее. В общем, по итогу я сжег там свои 80% монет, люди уже там, еще дальше эта вся свеча полетела, и настает тот момент, что как бы окей, что дальше? Да, что
сейчас кто-то будет бриться, кто-то будет продавать, покупать, и в любом случае, ну, будут недовольные люди. Да и, по сути, идея-то прикольная, хочется ее дальше как-то двигать, развивать и так далее. Поэтому я тоже захожу по рынку, да, на вот этой вот по рыночной стоимости. Оказывается, сейчас там многие киты, они заходили ниже меня, но как бы ничего страшного. Просто чтобы быть там как-то в одной лодке во всей этой истории, ну, нужно, чтобы у тебя тоже токены были. И идея простая пришла, что хайп был мини-эпсов, что есть какая-то там насмотренность, там бизнесовая часть. Давайте, почему нет, сделаем свои мини-эпсы, которые будут нам генерить доход, да, какой-то, и на этот доход мы будем откупать, собственно, тайм и рассылать его пользователям. Ну, в общем, создать такую мемную часть, монету с мемной частью и с частью утилити, где ты можешь как бы играться, покупать, продавать, но есть еще какая-то экосистема, инфраструктура, которая будет постепенно выкупать эти монетки с рынка, сжигать их, часть отправлять холдерам NFT. Вот. И сейчас у нас получается 3 мини-эпс, которые мы разработали, которые часть из них прибыльная, часть из них пока не очень. Вот. И, собственно, работаем над... А что это за проекты? Какие? Что в них происходит? Ну, первый это был тайм-менеджер, это такой задачник в Телеграме. То есть у меня есть приложение в App Store, была очень простая логика, что как бы, ну, камон, оно работает в App Store, зачем что-то придумывать, давайте сделаем это в Телеграме. Тогда еще рынка Телеграме не было, он вообще не сформирован был, его, ну, непонятно было, был только Nutcoin и там пару тапок. Вот, поэтому взяли эту задачу, реализовали. И сейчас у нас такой есть утилитарный проект, который мы используем только для того, чтобы roadmap показывать. То есть ты по ссылке можешь зайти, и все сразу видно. Вот. Дальше был бум токенов. Да, мы сделали свой такой а-ля DEX-скринер на минималках. Что ты можешь зайти, посмотреть график монеты, там, количество supply, что там холдеров, да, ну, в общем, все информация с DEX-скринера и описание проекта, ссылки, ну, в общем, все, чтобы пользователи начинающие... Но это не бот, то есть там нельзя купить, продать. Там можно еще и купить, продать. Но это именно идет редирект на основные дексы, либо это внутрь встроено? Ну, там через API-шку построено, да. То есть это не свое решение, уже то, что отработано через CopySwap. Мы работаем уже сколько там, порядка 4 месяцев с ними. Вот, все это через них проходит, и все стабильно, качественно работает. Вот. Ну, а третий проект – это TimeRead, смесь... В общем, всегда хотелось иметь ленту в Telegram, когда у тебя миллион каналов, чтобы все падало в единое пространство, в единую ленту. И ты как пользователь мог просто добавить свои любимые каналы в закладки, да, и открываешь, ну, вот как в Инстаграме, там, в ВКонтакте, в любой сети, тебе падает все в единое пространство. И также вот листаешь посты. Ну, а чем это отличается от папок? То есть человек же может в папку Ну, в Телеграме папку тебе, я не знаю, как у тебя, вот у меня... может, штук 200 каналов разных Telegram, причем по разным тематикам. Крипта, не крипта, путешествия всякие, там, новостные и так далее. Вот, и это не всегда удобно, вот это бегать, переключаться и так далее. Вот, в Reddit же это все падает тебе в единое место, ты можешь выбрать категорию конкретную, да, из какой категории что будет показываться. Плюс ты зарабатываешь кристальчики за прочтение каждого поста. Ну, типа, скроллишь ленту, получаешь кристаллы. В конце недели ты можешь прокачать там свой билетик, да, и, соответственно, получаешь шанс выиграть один из Telegram-подарков. То есть у нас уже было сейчас 2 раздачи, да, на 20 тысяч звезд суммарно, вот, разослали подарков. Ну, и то есть ты, по сути, пользуешься продуктом, не ждешь никакого дропа, и довольно неплохие шансы выиграть Telegram-подарок. Ну и как показатели у этого проекта? То есть он растет, стагнирует? Что с ним сейчас происходит? Ну, слушай, прайс мы вывели на прибыль уже. То есть когда... Там зависит больше от активности сообщества, да, в дексах, как вот торги идут и так далее. Ну, потому что тематика токенов, тематика криптонов, там своя специфика. В Риде сейчас, например, если у тебя там есть телеграм-канал, да, ты можешь также просто не договариваться с какой-то тапалкой на десятки тысяч долларов на непонятных пользователей. Ты можешь ставить задание спокойно, самостоятельно. У тебя есть там твой канал, ты можешь либо в рейтинге подняться, да, продвинуть его, либо прям сам вставить задание, и на ближайшее время еще будет выбор пола пользователя, соответственно, города, языка, гео, ну, в общем,
максимально, чтобы таргетировать, ну, максимально повысить качество пользователей, которые тебе приходят. А не как это сейчас обычно работает, что вставляешь в таск, тебе приходит там 10 тысяч человек непонятных, откуда, с каким языком и по оверпрайсу. А модерация у вас там осуществляется? Да, конечно, ты, когда отправляешь канал, он падает на модерацию, если как бы все ок, он апрувится и остается таска. А используете какие-то источники дополнительной монетизации, как AdsGram или что-то подобное, то есть внутри приложения? Ну, на этом этапе нет, потому что хочется сделать максимально отшлифовать продукт, да, чтобы он был максимально стабильно работал, потому что когда ты приходишь в Минеп, ты думаешь, вот я про Болкинс снимал, да, там, как обычно блогеры делают, типа, чуваки, добавьте там это, ну это же так просто, короче. А на самом деле, ты когда углубляешься туда, ты понимаешь, что каждая кнопочка — это там отдельная логика, каждое изменение, оно вот глазу может быть даже не видно, а на самом деле на него уходит, например, 2 недели. И с ридом такие же моменты, да, как выбрать вот этот вот API Телеграма, подтянуть, чтобы он что-то не блокировал, чтобы все это грамотно собиралось, чтобы все стабильно работало, и на самом деле это вот, ну, как картинка с айсбергом. Мы видим только верхушку, когда мы не погружены, там на самом деле огромная-огромная просто пропасть, вот, поэтому хочется сделать продукт максимально работоспособным, максимально стабильным, качественным, красивым, интересным, чтобы пользователи, которые заходят, они кайфовали. Вот я, например, сейчас новости всегда только через Reach читаю, потому что, ну, реально кликать все это дело, смотреть — это одна история. Тут ты открыл, и все у тебя падает в единое пространство, что довольно удобно. А вот ты разработкой занимаешься, ты как команду нанял на аутсорсе, сам искал людей или как вот это у тебя происходило? Слушай, когда вот мы запускали токен, это было весело, прикольно, но в запуске своего токена нет абсолютно никакого смысла, да, потому что люди, кто-то покупает, это продает, кто-то в любом случае останется в минусе, ну, если это без какой-то там поддержки идет, и проекту от этого нет никакой абсолютно пользы. То есть можно там зайти на сотни там тысяч долларов, это будет там какой-то хайп, но толк-то в чем? То, что мы, например, сделали как-то интуитивно, да, это был у нас сейл NFT. То есть мы сказали, что типа, ребят, сейчас есть хайп вокруг мини-эпс, давайте попробуем, сделаем, ну, соберем деньги, да, вот вы там купите NFT-шки, и, соответственно, мы будем разрабатывать. Ну, соберем команду, да, чтобы это все дело работало. Риски огромные, можно купить NFT-шку, получить мало, получить ничего, можно получить какой-то второй ноткоин, который у тебя там взлетит и окупит там в сотни раз. Ну, то есть это как бы история со стартапом, она всегда такая. Вот, но как бы насколько мы тогда собрали, по-моему, $1050, когда тон стоил 8, там что-то было даже 70. Причем это, да, я не как с точки зрения фаундера говорю, то есть, да, я человек, который сжег весь свой supply, по сути, и заходил по рынку, и у меня даже не самое большое количество токенов, которые есть. И, то есть, это у нас есть чат китов, да, которые вот люди, которые поверили в эту всю идею, в этот проект, и, собственно, сколлаборировались, и ну, какие-то И они же нашли команду, вот, чтобы эти все апки разработать. Нужны программисты, там, дизайнеры. Ну, так как у меня прошлое — это маркетинговое, то есть я как продуктолог, получается, 7 лет в маркетинге. Собственно, мы обсудили все, у кого есть какие компетенции. Ну и так как я лицо проекта, связующее звено, получается, да, у которых есть как бы доверие у людей, поэтому я взял на себя, собственно, эту ношу, ответственность, и сейчас вот уже 7 месяцев ее продвигая дальше. А сложно было вот найти персонал вот для именно программирования? То есть я сейчас знаю, что есть проблемы, что не хватает специалистов хороших, либо они просят очень много денег. Я знаю, да, эту проблему. Я знаю, сколько другие проекты тратят на разработки. Мы в 3 раза более эффективные, потому что многие процессы где-то я там закрываю, где-то люди там с командой. У нас так получилось, что собралось, как вот с Ютуба, да, вначале я тебе говорил, что притягиваются люди со схожими ценностями. То есть получилось так, что как бы я вот обрисовал идею, есть такой момент, и люди стали притягиваться. Там пришел дизайнер, например, да, у дизайнера есть какая-то идея, я вот тогда был, по-моему, на отдыхе летом, он такой, вот, блин, смотри, я уже все нарисовал, я уже, типа, у меня есть концепты, он еще даже денег не брал за это, и у меня есть еще человек, который может это реализовать недорого, качественно и хорошо.
Вау, супер. Ну, как бы с таким подходом оно само идет вперед, и ну, стоит только где-то сообща, собирая свой опыт какой-то, да, там, в плане монетизации, продвижения, брать это, делать и развивать дальше. Вот, поэтому у нас это все пришло как-то само, оно все образовалось, и чему я очень рад. Тут вот я сейчас в Телеграме в самом вижу, в принципе, два вектора направления. Одно, что делают темашки, которые никак не связаны с блокчейном, и второе, это которые вот связаны там с тоном и с этим всем. И, соответственно, ты хочешь пойти сразу по двум пути и выбрать потом, какое останется лучше. То есть у тебя, например, таймлид — это больше просто про каналы, там особо как бы без блокчейна может и так работать. А там спрайс — это, соответственно, дексы. То есть ты как, типа, несколько запустил и хочешь сейчас проверить, что лучше, на том и сосредоточиться? Ну, есть понятие MVP, минимально Ну рабочий да. продукт, да, то есть когда ты делаешь из говна и палок что-то, смотришь, как оно работает, и потом это улучшаешь. Вот. Ну, гипотеза, в принципе, такая же, да, что мы сначала взяли одну мини-эп, которая вообще из Web2 мира, как бы видим, что она не работает. И аудитория не поняла, что как бы, блин, мы тут криптоны, как бы дайте им что-нибудь криптовое. Дали криптовое, оно уже тяга есть. REIT — это ставка на то, что Telegram Mini Apps когда-то смогут использовать уже люди из Web2 мира, которые, ну вот там, никак не связаны с криптой. То есть сейчас, мне кажется, мини-эпс используют именно криптоны, ну или около криптоны, да, для того, чтобы там что-то пофармить, подропать, там посмотреть, а в широкий обиход оно еще не вошло. Вот в REIT, например, ставка на то, что будут каналы, у них там свой рейтинг есть по разным категориям, можно соревноваться друг с другом, кто выше стоит, можно продвигать свой канал. Например, на секундочку, рынок рекламы Telegram за месяц, да, это $1 миллиард. По-моему, из подкаста хедлайнеров. Такие цифры, ссылаюсь на них. Вот, и круто. Чтобы тебе продвинуть свой канал, тебе такой путь надо пройти, посмотреть все телеграм-каналы, посмотреть, кто там что пишет, у кого накрученный канал, у кого нет. И вот это просто 100 кругов ада. А так ты можешь зайти и получить максимально качественную аудиторию в идеале, да, к чему мы как бы стремимся. Как канал свой прокачать люди смогут, так и, соответственно, пользователи могут читать свою ленту, получать за это подарки. Сейчас хайп подарков. В дальнейшем это будут звезды, когда будет доступен функционал. Надо подарки эти урвал какие-то редкие? Подарки, к сожалению, прошли мимо меня. Я смотрел, думал себе взять лягушечку замечательную, сейчас бы там уже сотни иксов было. Ну, как бы, когда ты пополняешь себе звезды, это такой, вот за тон было бы, да, наверное, я бы уже такой, тут больше, наверное, лени было. У меня есть, конечно, подарки, но они там до 500 звезд, по-моему, которые сейчас стоят, ну, такие, друг другу отправляем, их, по-моему, сейчас еще нельзя конвертировать. Да, у меня вот какие-то, вот когда они только запускались, какой-то леденец, я помню, купил, леденец и цветочек. И, по-моему, они ничего так и не будут стоить. То есть я так побрили, можно сказать. Ну, тут не знаю, побрили, не побрили. Мне кажется, к этому всему можно проще относиться. Даже если бы они там, не знаю, $20-30 подарок бы стоил, да, и, ну, как бы, камон. Ну, мы тратим, мне кажется, куда больше денег на разные другие вещи, куда более вредные, чем покупка, не знаю, какой-нибудь картинки, NFT-шки или что-то еще. Вот, поэтому... Вот у солановского комьюнити, например, похожий подход, да, они просто могут там $100 зарядить, хрен знает куда, и как бы, ну, прогорело, ладно, что потом там найдем. Ну, у них как будто, знаешь, больше ликвидности, в плане вообще, в принципе, больше денег у Solana. Ну, то есть это как бы там США сидит в в силу, основном. да, У них просто США. чисто больше денег физически, а когда в тоне пытается, у нас как бы народ не такой богатый. И по копейкам, так сказать, у нас нищий блокчейн, как это можно сказать. Ну, не соглашусь тоже, блин. Не, ну как есть бы понятно, свои что да, киты, есть, то есть понятно. есть разница в уровне жизни у людей, да, там Штаты и там ЦИС-регионы или там вообще Нигерия, да, ну как бы, камон, несравнимо. Вот, но тоже есть в плане подхода, наверное, в плане видения всей этой истории, что ну, как бы у нас как будто бы 5 тонн потерять, это, ну, это уже что-то прям страшно. Ну, там, Да. 1 тонн даже, да. На самом деле, та же самая история с Блумом. Люди, ладно, не хочу к Блуму возвращаться, но Да, так не или иначе. обижайся. Короче, фармишь поинты, ну, дай ты людям что-то, что, ну, что уже хоть как-то
Ну как бы да. что-то у них будет уже. Пускай это будет, не знаю, NFT-шка, токен какой-нибудь, что-нибудь. Вот. И у нас именно как будто страх потери превалирует. То есть я много мемов покупал просто по фану. Я вижу, что там Виларс какой-нибудь полетел, там 10 миллионов капы, 6 тысяч пользователей, ну, типа холдеров всего. Ну, как бы, блин, что мне, там, не знаю, на 1 тонн зашел, просто поддержать, что, типа, не было не 5981, а 5982, потому что тоже я активный участник там тон комьюнити. Ну, понятно, что это нерациональное решение, он что, упал, потом, может, взлетит, да какая разница? Ну, типа, камон. А вот при разработке, когда вот ты начал это все разрабатывать, ты обращался в Tone Foundation или прочее за грантами? То есть какие-то программы, хакатоны? Пробовал идти по этому пути? Мы участвовали в 2 open лигах, ну, скорее больше для, наверное, опыта, нежели там что-то получить. Тем более последняя open лига, по-моему, только для пользователей была, да, там проекты не получали. Вот. У нас, кстати, один из мини-эпов находится в каталоге open лиги, вот, но как бы грантов нет, мы никаких не получали, и не Сами знаю, не наверное, обращались в организации, там, Tone ну, в Society и силу того, прочее? что как бы там это можно сказать, моя обязанность, да, разные варианты искать. Я и с паблишерами разными общался, ну, то есть стараюсь искать разные подходы, разные варианты, как можно, в общем, вырасти. Вот, но это было, наверное, Stone Foundation, это было постольку-поскольку, потому что то, что я наслышан, наверное, лучше все-таки двигаться самим. Вот, оно будет более как-то, больше свободы будет в этом. Ну, если есть жизнеспособная модель, то ну, ты сможешь просто вывести и быть абсолютно автономным. Ну, у них там все равно получается как своя монополия наверху, они свои там проекты продвигают. И если они видят что-то хорошее, например, ты что-то сделаешь хорошее, не факт, что они тебя подхватят, они просто клон сделают и скажут, это от Тона. То есть тут такой еще риск существует. Ну, кто не рискует, тот Да, не да. пьет шампанского. Вот, да, не знаю, мне кажется, если что-то сделать прикольное, то как бы оно может полететь. Но в Телеграме не Apps, например, есть сейчас огромное количество тоже рисков, да, которые тоже стоит учитывать. Потому что мы заходили в эту историю, ну, не было, в принципе, ни рынка, ни рекламного рынка, ничего там не было. Сейчас я бы уже там 100 раз подумал, стоит ли вообще идти в мини-эпы. Сейчас вот только стали появляться нормальные рекламные сети, постепенно они обрастают большими таргетами, да, что ты не просто там на пользователя льешь, а у него уже там плюс-минус какие-то интересы есть, там, платежеспособность там, и так далее. То есть, чтобы тебе развивать свой мини-эп, тебе нужно где-то покупать трафик, чтобы люди узнавали о нем, приходили и как-то взаимодействовали с ним. И если будут хорошие ресурсы, да, вот у Мета, например, Инстаграм самый лучший в мире рекламный алгоритм. То есть ты можешь загрузить что-то, и он прям сам тебе подберет твою целевую аудиторию. А в Телеграме это просто это билборд ты можешь нарисовать, купить там рекламу и QR-код повесить. Больше целевой аудитории будет. Вот. Ну и плюс монетизация, конечно. Потому что люди на Android, на iOS, они платят гораздо-гораздо больше в разы, и это как бы это окей. То есть за игрушку заплатить там $5-10, ну там $2, да, и там для... Как бы, ну, это Ну, ок. это, в принципе, вектор игр, он так и будет развиваться. Это как и ВКонтакте, например, те же игры, они тоже там существуют до сих пор. И то есть во всех таких соцсетях есть игры, где там донаты, люди донатят, просто в телеге это будут старсы. По сути, тон не обязательная вещь. То есть могут развиваться ТМА, в принципе, без тона. То есть Ну, то он все это... равно же подвязан под старса. То есть, Ну, когда ты это он старса сейчас покупаешь, подвязан, покупается так тон. исторически сложилось, потому что изначально хотели тон, потом их прижали, ввели старсы. То есть, по сути, а сейчас, если какие санкции в разных странах могут просто отключать там тон, потому что есть старсы, будет давление дальше идти, я думаю, оно усилится только. И поэтому как бы есть такой риск, что останется, ну, в Telegram будут старсы, и отдельно будет такая песочница с тоном, но она будет уже меньшая по объему, чем даже в старсах. Ну, ты можешь технически можешь старса обменять на тон. Это на Ну, через фрагменте, фрагменты или там да. сплит, там разные уже сервисы там накрутили. То есть у нас как только что-то где-то запретили, сразу появляется какой-то другой сервис, который это уже умеет. Мгм. Ну, я Вот. согласен, да, то, что с старсами куда более геморно взаимодействовать, потому что ты, помимо того, вот у тебя есть тон на кошельке, ты готов, как бы, ну, why not? А так тебе еще куда-то зайти, пополнить, там смотришь, что это что
стоит, ну, не самая удобная вещь, но с другой стороны, Stars — это более веб-2 версия, и с ними, когда путь Telegram старсов будет не только от юзера к мини-эпу, а еще мини-эп сможет отправлять старс, например, юзерам. Тут может быть уже довольно интересные примеры реализации мини-эпов мы увидим. Да и как бы ты сможешь пользоваться каким-нибудь мини-эпом, зарабатывать старсы, а эти старсы потом тратить где-то, да, соответственно, они достаются тебе бесплатно, и ты с с легкой рукой сможешь с ними расставаться. А ты уже как блогер попробовал партнерку именно в Старсах? Да, ну, с магазина мне что-то там шло, ну, там, может, не знаю, 1005 старсов, например, где-то так, Но когда это же тоже, стикеры. по сути, монетизация канала вполне себе неплохая. То есть ты кидаешь ссылку, и там 50% комиссии или сколько там, в зависимости от проекта, Ну, тебе я сыпят по из монетизации статьи. особо не смотрю, тем более, что сейчас нет особо минепов интересных, которых хотелось бы оставлять старсы. Ну, сейчас майнеры очень хорошо. Майнер — это Майнеры и стикеры. То есть вот два приложения, наверное, которые генерируют больше всего старсов. Ну так, просто по ощущениям. Майнер — это тренд, да, просто, Да. который вот запустил там мемхэш, потом стархэш полетел и так далее, и так далее. Ну, когда произойдет то, что произойдет, когда люди увидят, что там, может быть, мемхэш еще насыпет, а дальше уже опять по Ну, понятно, нисходящей. первые проекты более-менее нормально будут, а остальное уже все там уже как повезет. То есть можно запускать приложения, которые 100% будут актуальны, да, для аудитории, которые 100% найдут своего потребителя, но потом ты столкнешься с последствиями. Если там есть какая-то модель, да, где ты заносишь там тоны, старсы, еще что-то, а потом тебе обещают там какое-то количество раз больше, то в любом случае эта модель конечна. И да, тебя сначала носят на руках, но потом ты встретишься с неизбежностью. Ну, это да, все пирамидальные эффекты. Ну, да, что-то Да, типа того. такие проекты. Вот, поэтому хочется строить что-то такое в долгую, что-то, что будет работать, что-то, что будет какую-то ценность генерить. И если как пользователя рассматривать, да, где можно сейчас вообще, в принципе, на что стоит обратить фокус своего внимания, это если фармить поинты, да, то это вот проекты, которые насыпают эти самые поинты за целевые действия, как мы сказали. Либо просто не рассчитывать ни на что. Да, купили подарок, там 4000 звезд, лягушка, супер, ну, весело, прикольно, Ну, а на пускай что будет. рассчитывают те, кто покупает по $4000 А вот лягушку? это уже хороший вопрос. На что они рассчитывают? Ну, может быть, тут история как с ноткоином была, да, что там же не только деньги рекламодателей, там и, наверное, Павел Валерьевич помог, и Тон, и так далее, и так далее. Ну, свечку никто не держал, но мне кажется, это такая была пиар-акция. С Ну, подарками, возможно, то же самое. Будет, чтобы реанимировать рынок NFT, чтобы, типа, вау, смотрите, каждый мог, сейчас это стоит уже столько, а потом, смотрите, это уже не на OpenSea покупайте там за эфиры, да, а вот в Тоне есть уже какой-то крутой, замечательный, интересный рынок. Может к этому прийти, а может просто как любят Тоже. говорить, что прогревают там. Ну да, то есть потом конвертнут это все в NFT, и все это упадет в цене. То есть такой, Да, просто любой проект его можно как да. супер круто реализовать, было бы желание, да, и раз уж он полетел, значит, есть какая-то тяга, есть запрос у людей. Дальше это вопрос только, что ты с ним сделаешь уже. Либо, ну, просто забрать все себе и жить припеваючи. А чем ты увлекаешься, кроме крипты? Вот есть ли у тебя такие увлечения? Ну, увлечения разные. Сейчас, последние 8 месяцев, когда в мою жизнь вошел Тайм и Тон, они стали более узкими, потому что я все свое свободное время, ну, большинство свободного времени провожу в новостях, потому что нужно смотреть, кто что пишет, кто как думает, кто что читает, какие тренды идут. Вот. Понятно, что там свободное время уже там стараюсь себе выделять какие-то там суббота-воскресенье, борды, например, да, вот с женой катаемся. А на мероприятия тоже ты ходишь, наверное, на всякие блокчейн лайв? Ну да, был недавно на Blockchain Live в Дубае, мы летали, собственно, тоже интересный опыт. На Москве на Labs побывал. Ну, то есть такой какой-то движ свой, тоже вайб в этом есть.
Я, наверное, такой больше фанатик. То есть, если ты что-то тебе хочется сделать, тут уже не вопрос, сколько ты с этого заработаешь, а как это тебе будет там хорошо или плохо. То есть, там я занимался спокойно маркетингом, у меня было даже больше заработок, чем, допустим, сейчас идет. Потому что ты занимался только собой, ты развивал только свои проекты, которые там, будут тебе лично генерить кэшфлоу, а сейчас хочется сделать вот те ресурсы, которые были собраны, хочется сделать, выжать максимум из этого. Хочется максимум направить на то, чтобы создалась какая-то апка, чтобы она там завирусилась, чтобы больше людей в это все вовлеклось. То есть это такое же как бы полухобби, полуфанатизм, что-то, короче, хочется сделать что-то большое, и я трачу свое время туда, свои ресурсы туда, и надеюсь, там, такой подход, он будет со временем окупаться, и сейчас даже окупается в плане отзывов в комьюнити, да, то, что люди прям пишут, что там мы один из тех проектов, которые, как с душой. А много людей перебанил? То есть наверняка же хейтеры все равно приходили в комменты. За хейт вроде вообще не банили. То есть, если там какие-то там матерные слова, это было, по-моему, в начале только, когда вот была история с флипперами, когда люди заходят, что-то там то растет, мы все летим, то оно падает, как же так? Вот. А так, опять же, возвращаясь к тому, что такое комьюнити, люди вроде приходят на ценности. Да, то есть тайм — это что? Это история про время. У нас есть очень крутые NFT-шки, например, тайм-мем, где каждая NFT-шка имеет какой-то смысл. То есть там про историю с временем, про историю с жизнью, что есть разные ценности в жизни. И как бы есть ли в этом какой-то смысл, допустим, да, наверное, нет, покупать их там, да, или не финансовый совет. Если в этом какой-то вайб, почему нет? Можно купить себе какую-нибудь картину красивую, повесить ее и кайфовать, быть сопричастным к чему-то. Это то же самое, что вот дропы пингвина, например, эти NFT-пингвины, которые там, наверное, под $100 000 стоили за NFT. Да. То есть ты покупаешь NFT-шку, если это твои последние деньги, ты хочешь с нее там иксов сделать или с токена, но как бы это не про то история, вообще лучше таким не заниматься. А по фану, то есть я только сейчас, спустя там, наверное, 9 месяцев с того, как я начал там вариться и в Solana уже прям специально начал смотреть, а как там жизнь в этих токенах происходит, как люди себя в чатах ведут и так далее. Это реально фан, это реально просто, если это там не раг-пул, да, не с там, целью того, чтобы сбрить всех, а люди просто кайфуют, прикалываются, кто-то скидывает то, чем занимается, и, это момент социализации, просто прикольно, весело, надо, понятно, подходить к этому делу с умом и не выделять там огромную часть своего бюджета под это дело, а просто, не знаю, там 500 рублей, 1000 рублей, кому как удобно. Как раз давай сейчас вот, если посмотрит подкаст, вообще новичок, который ни разу не заходил ни в какую крипту, никуда вообще. То есть он в Телеграме сидит, просто видит как-то по касательно эти приложения. Вот какие бы ты ему советы сейчас дал? Если есть желание лезть в крипту, то как бы точно не брать кредитные деньги. Это прям самое главное правило. А так, наверное, просто вот выделить какой-то бюджет, да, там, не знаю, любой, 10 000 рублей, 1000 рублей, 100 000 рублей, кому какой не жалко. И просто пробовать, понять, что ты ты 100% эти деньги потеряешь. Окей, посмотри, как работает NFT. Купи какую-нибудь хрень вообще NFT, недорогую, которую ты готов потерять, которая у тебя будет лежать. Возможно, как-то изучить коллекции и попробуй продать ее дороже. Посмотри токены, как работают, понимая то, что ты, скорее всего, там потеряешь. То есть это, без... чтобы с легкой руки все было. Если есть желание просто как бы инвестировать в долгосрочную цель, наверное, просто брать топ-10 монет, которые там идут, и чувствовать себя долгосрочным инвестором. Особенно на медвежке, которая там ожидается, что скоро получится. Как в общем, ожидается? Сейчас еще ожидается бычка. Сначала бычка, потом будет медвежка. Короче, понять, что будут разные процессы происходить, смотреть подкасты. Да не знаю, я не хочу как-то позиционировать себя какой-то там криптоэксперт, да, то есть, ребят, крипта — это про риски, тут можно как заработать, тут можно потерять, поэтому просто посмотрите, что тут вообще есть, и если будете даже что-то покупать, то
психологически попрощаетесь с этими деньгами. А если заработаете, так вообще кайф, А в наверное. альтсезон веришь? То есть сейчас Ну, все ждут. я, да, сижу тоже где-то в альтах, и не все в тоне. Мгм. А, Хотелось бы, но, конечно, настораживает то, что все как будто этого ждут и все в Все. это верят. Но, с другой стороны, возможно, это там эффект как комнаты или камеры, да, что мы просто в одном информационном пространстве находимся, поэтому нам кажется. А так вроде таксисты пока еще не спрашивают про биткоин или тонкоин. Друзья тоже вроде пока не звонят, поэтому вроде еще время есть. А в биткоин по каким ценам веришь, что он пойдет вниз? Есть такая теория, что он на ноль, а есть как бы, что он будет расти. Вот какая тебе ближе? Ну, слушай, я, наверное, склонен все-таки к тому, что будет рост. Тоже не хочу там спекулировать на эти темы. То, что, конечно, в скрипте плотно с 22 года, но понятно, что я, как бы, как и, я думаю, многие, слышал про биток еще раньше, когда там с друзьями собирались где-то на даче, у нас был там один человек, который кричал: купите биткоин, там $100 он стоил. Я думаю, какой там, что вообще это, куда? Вот. Какое-то время потом я смотрю, люди зачем-то видеокарты начинают брать там что-то. Ну вот это все постепенно развивается, и просто смотришь, дисконтируешь свои ощущения на этот счет. Сейчас это реально уже как бы такое цифровое золото, да, какой-то реально актив интересный, который вполне ложится вот в новый тип мироустройства. Поэтому вполне может быть то, что это и дальше будет продолжаться. Находишься ли ты в приватных чатах и дают ли они тебе какие-то преимущества перед простыми работягами? Да, ну вообще приватки это самая на самом деле основа, но тут тоже надо всегда бороться с своим этим внутренним, как это называется, совестью, короче. Ну, то есть с установками. То есть если ты человек, который вот много там людей до 18 лет, да, заходят в крипту, им как бы окей, зашли в приватку, создали какую-то монету, она там полетела, они там поразгружались и заработали там сотни тысяч иксов. Как бы это вот у молодежи сейчас как бы такой склад ума. Ты сказал молодежь, как будто сам уже под 40. Ну, ладно. Ну, как бы это вот Не, ну один момент с приватками. приватки же разные есть, то есть от топов инфлов там разные есть, там трейдерские и прочее. Ну вот Вот, с трейдерскими вообще не знаком, и потому что с трейдингом мне как-то не связывался. а ты пробовал торговать на фьючах, вот чисто? Пробовал, конечно, где-то терял, ну, наверное, в общем, наверное, плюс-минус плюсе, но это как бы я все равно отношусь к этому как к утке. Просто пощекотать свои нервы, потому что это просто уходит весь день, ты смотришь туда и переживаешь, ну, реально такой выброс адреналина. Вот, поэтому, возможно, люди как-то с этого зарабатывают, но, наверное, это не совсем подходит мне. Но приватки, наверное, тоже различать нужно. Если это приватка для того, чтобы была приватка, чтобы зарабатывать деньги, да, это одна история. Если это, как правило, многие приватки, они вообще бесплатные. Но туда подбираются люди именно по каким-то критериям. Либо это там чат инфлюенсеров, например, либо это чат разработчиков, чат фаундеров чего-нибудь, ну, в общем, по каким-то критериям, да, где люди могут быть полезны друг другу и может быть какая-то дополнительная ценность создаться. Вот. Поэтому приватки прикольная тема, но важно, наверное, чтобы это было человек, который продает эту приватку, все-таки его главная цель была дать пользу, а не создать приватку для того, чтобы это была приватка, где он забирает деньги. Я просто, ну, во всяких разных приватках. Для меня это просто я как обзор рынка приваток. То есть ты видишь просто общий тренд куда-то идет. То есть, например, появляются какие-то там мемы или прочее. Ты замечаешь это сначала через приватки. То есть когда начинают суетиться инфлюенсеры, разработчики и прочее над каким-то трендом, и это еще не вышло. Вот это, наверное, самая интересная такая часть в приватках. Так, ну давай будем подводить итоги и разыграем что-нибудь для сообщества. Супер. Есть вариант разыграть 5 NFT-шек, Time Mem. NFT-шки со смыслом, с идеей, да, которую можно халдить, возможно, получить какой-нибудь дроп. Probably nothing, как говорится. Вот. Что нужно сделать? Ну, давайте 5 NFT, их суммарная стоимость 50 тонн, 5 победителей, да, за лучший комментарий.
То есть что, не знаю, запомнилось, что интересное, может, какую-то интересную мысль нашли для Да, именно себя. прошу писать развернутые комментарии, то есть и не забывать указывать свой ник в Телеграме для того, чтобы потом еще... Ну, я все условия в закрепленный комментарий укажу, как по таймингу, что надо сделать. Если коротко, то подписаться на каналы Алекса, меня, Ютубы, Телеграмы и ждать оповещения в моем Телеграм-канале. Мы это все разыграем примерно через неделю после того, как выйдет подкаст. Супер, супер. Приятно было пообщаться. Желаю процветания твоим продуктам. Буду отслеживать. Ссылки также на все эти проекты оставлю в описании под роликом. Можете зайти, посмотреть также все продукты, попользоваться ими и также написать свое мнение, как они вам. Спасибо, Спасибо большое. Сергей.